Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня фильм «Москва. Любовь моя». 1974 год, автор сценария Эдвард Радзинский, режиссеры Александр Мита, Кёнзи Йосида, в ролях Камаки Курихара, Олег Видов. Информацию про бюджеты сбора я не нашла. Да в СССР, наверное, такая статистика и не велась, а если бы и велась, наверное, ее бы скрывали на всякий случай. Сюжет. Японская девушка Юрико едет в Москву учиться в балетную школу при Большом театре. Знакомится со скульптором Володей, они влюбляются друг в друга, но вскоре у Юрико обнаруживается лейкемия, так как мама Юрико попала под американскую бомбардировку атомной бомбой в Хиросиме в августе 1945 года. Вот такая печальная история. Что-то я вчера вдруг вспомнила про этот фильм. Тогда, в 1974 году, мне было 13 лет. Боже, как давно это было. Если я ничего не путаю, мы ходили всей семьей в кинотеатр. Этот фильм произвел на меня грандиозное впечатление. Не только на меня. Весь зал плакал. Было жалко японку. Наверное, наш гнев обрушивался на США. Неужели была такая надобность сбрасывать бомбу? Ах да, я забыла. США это сделали, чтобы показать СССР, каким грозным оружием они теперь располагают. Мне тогда казалось, что Камаки Курихара такая красавица. Нет, конечно, она красавица. Но в 23-м году стандарты красоты другие. Вчера я поймала себя на мысли, что она выглядела как 40-летняя тетя. Я помню, в школе идешь по коридору, на стенах висят фото выпускников по годам. Так в 17 лет эти выпускники выглядели лет на 45-50. Я предполагаю, что после Октябрьской революции страну Советов покинуло большинство обладателей высоких статных изящных фигур. Остался преимущественно плебс, как нынче выражается ютуберная интеллигенция, вернее ее некоторая часть. Говорю это без всякого сарказма, так как себя отношу тоже к этой категории глубинного народа. Конечно, хотелось бы примазаться к другой прослойке, да пролетарское происхождение не позволяет. Правда, мысли в голове у меня несколько иные. Да к чему я веду? Да к тому, что если сравнивать 29-летнюю Камаки Курихару из 1974 года с 30-летней японкой из 23-го, то они будут смотреться как мать и дочь. У нынешних молодых девушек в арсенале волшебная косметика, стройные изящные фигурки, хорошее питание. Посмотрела я вчера на Видова и Курихару, и мне они и их лавстори показались нафталиновыми. Мне казалось, что они не любят, а играют любовь. Вчера я ловилась на мысли, что мне неловко смотреть на экран. Возможно, я ошибаюсь. Это сугубо мое мнение. Прошло, наверное, слишком много времени, почти 50 лет. В 1974 году, да, эта история меня тронула, но сегодня, в 23-м году, как-то не особо. Но справедливости ради надо отметить, что тогда, в 1974 году, фильм, наверное, справился с поставленной задачей, транслируя, что СССР за дружбу между народами, что атомная бомба – это катастрофа, что люди гибли, гибнут и будут гибнуть даже спустя 30, 40 лет, 50. Мне самой грустно. Но вчера при просмотре мне хотелось проматывать, а не смотреть. Я думала, что я буду говорить, что прошло 50 лет, но фильм по-прежнему мне был интересен, что я плакала, что трогательная и грустная история. А не получилось. Может, потому что сегодняшняя реальность гораздо трагичнее той, придуманной 50 лет назад. Мне интересно, смотрит ли нынешняя молодежь такие фильмы. Что-то я сильно сомневаюсь. Да и не до фильмов нынче. Прошу прощения у всех поклонников этого фильма за порцию негатива. Меньше всего хочется говорить пафосными лозунгами, но одно я знаю точно. Это не должно повториться. Я имею в виду атомную бомбардировку. Ну, пожалуй, на этом все. Всем пока. Всем здоровья и удачи. Подписываемся на канал.